Представьте, разбираешь вещи в старом бабушкином доме, и вдруг находишь такое, маленькую коробочку, а в ней бережно завернутые в пожелтевшую газету семена томатов. И это не просто семена, нет, это целая история. И вот на этом бумажном свертке ее рукой бабушки, выведено белый налив. Тот самый легендарный советский сорт. Сразу вспоминается, как она отбирала их, эти семена, из самых лучших, самых сахарных помидоров. Это же не просто семена. Это как машина времени, прямая связь с тем самым вкусом, с запахом настоящего лета. Знаете, сейчас в магазинах помидоры красивые, лежат долго, но вкус тот самый из детства, сладкий, мясистый, сочный, он почти пропал. Это вкус, который остался только в воспоминаниях, и казалось, что его уже никогда и не попробуешь снова. Но вот в чем загвоздка. Этим семенам ведь уже много-много лет. Посмотрите на них. Сухие, сморщенные, просто безжизненные камешки. По всем правилам они уже мертвы, не всхожие. Но а что, если это не так? Что, если есть способ их реанимировать? Запустить маленькое сердце, которое спало там внутри целое десятилетие? Так, давайте разбираться, в чем тут дело. Представьте себе, что старое семя — это такой крошечный биологический сейф. И он не просто закрыт на ключ. Со временем он, можно сказать, заржавел намертво. И простой водой, как отмычкой, его уже не вскрыть. Вот, давайте сравним. У свежего семечка оболочка мягкая, оно готово прорасти. А у старого его оболочка за годы превратилась в настоящую броню, покрытую застывшими эфирными маслами. Внутри накопились вещества, которые, наоборот, тормозят рост. И самое главное, у него просто села батарейка. Нет той стартовой энергии, чтобы пробиться наружу. И что же делать? А решение, знаете, похоже на такой клеточный дефибриллятор. Есть метод, который буквально за час может встряхнуть это семечко, дать ему мощный заряд энергии, и для этого нам понадобится одно очень простое и доступное средство, которое есть в любой аптеке. И вот он, наш главный герой — обыкновенная янтарная кислота. Многие думают, что это просто какая-то подкормка, стимулятор, но нет, это совершенно другое. В каждой живой клетке есть, скажем так, своя энергетическая станция. Биологи называют это цикл Кребса. Так вот, янтарная кислота — это не просто дрова для этой печки, это чистое, высокооктановое топливо. И вот мы подошли к самому главному. У нашего старого семечка нет сил. Нет той самой энергетической валюты, молекулы АТФ, чтобы проломить свою броню. А янтарная кислота — это как прямой укол энергии, который моментально заставляет клетку эту самую АТФ вырабатывать. Вот почему сравнение с дефибриллятором такое точное. Мы не просто подталкиваем семя, не стимулируем. Мы даем ему электрический разряд, который перезапускает его остановившиеся биологические часы. Можно сказать, мы прикуриваем заглохший двигатель жизни. Ну что ж, от теории к делу. А теперь самое интересное. Как это сделать? Здесь, конечно, важна точность, почти аптечная. Мы ведь работаем на очень тонкой грани. И весь наш ритуал займет всего 1 час. И вот первое и самое главное правило. Запомните эти цифры. 55-60 градусов. Это критически важно. Почему именно столько? Дело в том, что именно при этой температуре плавится та самая восковая пленка, тот химический замок на оболочке. Сделаем горячее, просто сварим зародыш. Холоднее — ничего не произойдет, замок не откроется. Смотрите, как все устроено. Шаг первый. Горячая баня. На 15 минут опускаем наши семена в эту горячую воду. Она размягчает их броню, открывает поры. Пока они там парятся, мы готовим эликсир. 2 таблетки янтарной кислоты на пол-литра воды. А потом, самое главное, достаем горячие распаренные семена и бултых в прохладный раствор. Из-за этого резкого перепада температур раствор буквально всасывается внутрь семечка. Это как вакуумная пропитка. Энергия доставляется прямиком к спящему зародышу, и все. Сажать нужно сразу, не давая им высыхать. И что же происходит дальше? А дальше настоящее маленькое чудо. Вы только посмотрите, как они преображаются. Буквально за час из сухого камешка семя превращается в живое. Оно набухает, наливается силой. Оболочка становится упругой, эластичной. В нем уже кипит жизнь. И теперь ему не нужно тратить последние крохи сил, чтобы пробиться. У него есть мощный заряд энергии, чтобы выстрелить корнем и начать расти.
И ведь дело тут не просто в экономии или в том, чтобы вырастить рассаду. Когда мы делаем это, мы ведь сохраняем целое наследие. Возвращаем в свою жизнь те самые настоящие вкусы. Сорта, которые создавались не для прилавков магазинов, а для себя, для души. Так что запомнить нужно всего 3 цифры. 2 таблетки, пол-литра воды, 45 минут. Вот и вся формула, которая отделяет забвение от новой жизни. Поэтому в следующий раз, когда попадется старый пакетик с семенами, не спешите его выбрасывать. Загляните внутрь. Может быть, там, в ладони, лежит не просто горстка высохших зернышек, а целая спящая легенда. Наследие, которое ждет только одного, чтобы его разбудили.